Ну, а теперь, ребята, давайте поговорим, зачем же нам нужно прокачивать свою базу, даже если вы не готовы прямо сейчас вот вкладывать деньги. Ну, во-первых, добывать ресурсы и расстраивать базу, это, в общем-то, большой задел на перспективу, даже если вы прямо сейчас как бы ничего с этого не зарабатываете. Как я и говорил, то бесплатная NFT-шечка, то нам там что-то приносит, там какие-то $1-2 в месяц, да. Не суть важно, но, по крайней мере, немножко воды вы можете насобирать. Кроме того, да, вы можете расширять базу. Как видите, у нас, да, появился бетонный завод, появился завод по добыче металлов. Изначально вам доступен один склад, изначально вам доступна к постройке одна электростанция. Но после того, как вы прокачаете командный центр на второй уровень, вам станет доступна вторая станция, вам станет доступен второй склад, и от того, как вы прокачиваете командный центр, еще и становятся доступными новые уровни для ваших сооружений. Ну, например, вот солнечная электростанция уже имеет уровень 3. Это после того, как я качнул командный центр. Изначально ее можно было качнуть только на уровень 2. Теперь мне нужно, вот необходимо улучшить командный центр. Мне нужно насобирать немножко ресурсов, чтобы улучшить командный центр. Командный центр на третьем уровне даст мне уровень 4 для солнечных панелей. Плюс добавить возможность установить еще третью панель. Позволит прокачать склад на третий уровень, добычу бетона и добычу железа тоже на третий уровень. То есть все эти здания начнут больше добывать и увеличить свою емкость. Кроме того, да, мне тоже сейчас нужно будет построить исследовательский центр. Давайте нажимаем на построить, и вот смотрите, исследовательский центр. Мне тут не хватает буквально чуть-чуть, мне нужно вот 30 металла и ну 200 бетона у меня тоже уже практически есть. Это дело, в общем-то, нужно будет максимально быстро установить. После постройки исследовательского центра нам станет доступно увеличение вместимости всех складов на 30% и увеличится эффективность электростанций на 20%. Это будут наши улучшения, которые мы можем здесь купить. Это только первый уровень. Но интересное становится уже на втором уровне. Мы сможем построить завод по производству бустеров, ускоряющих добычу токенов. Опять же, увеличим добычу бетона, увеличим добычу металла. Также сможем увеличить время работы этих бустеров для гидростанций. То есть это мы будем повышать эффективность добычи именно уже ресурсов, которые мы можем продавать. То есть воды, кислорода там и топлива. Также станет доступен дрон-сборщик реголита. Ну, пока что другие обновления, видите, еще недоступны, но это, как видите, как минимум здесь еще 7 уровней. Они, по крайней мере, есть уже у разработчиков планы на эти уровни. И даже заходя сейчас, получается, как бы, ну, бесплатно, начиная расстраивать там свои сооружения, да, построить исследовательский центр, построить максимальное количество солнечных панелей, складов, бетонного завода, металлозавода и максимально их прокачать, вы уже подготавливаете свой аккаунт для возможных будущих инвестиций. Когда у вас уже будут доступны и открыты, допустим, бустеры на водные ресурсы, то вы можете решить уже купить эту станцию, поскольку она будет приносить вам больше, чем если бы вы начали вот только вот с самого начала. Так что, на мой взгляд, бесплатно нужно тоже зайти и прокачивать базу. Это не требует никакого времени. Там один раз, в 2 раза в сутки заходите, собирайте ресурсы и максимально прокачивайте свои здания. А там как бы сами уже решите. На этой базе у меня тоже появилась уже водокачка, даже немножко качается. Построил также здесь исследовательский центр, но построить это вот здесь появляется здание, которое вы можете построить. И вверху вот видите есть циферки количества, сколько энергии, из чего вам нужно для их постройки. В общем-то, я построил уже практически все. Мне нужно уже апгрейдить командный центр, но также у нас есть исследования. Вот очки исследования, видите, 13 из 15. Давайте зайдем сюда. И увеличение вместимости складов и увеличение эффективности электростанций. Ну, давайте начнем с вместимости складов сначала. И получается, подождите, это я уже нажимал или имеется 1 из 3 у меня уровень исследования, да. То есть один это я уже вчера, наверное, сделал. Но мы идем как бы вот сюда, нас интересует уровень 2. И, наконец-то, ребята, кстати, мы первый кислород собрал. И немножко водички. В общем, наконец-то у меня тут выполнили все условия. Насобирал 70 металла и насобирал нужное количество бетона. Тут, по-моему, 400 надо. И мы будем апгрейдить командный центр. Он нам открывает солнечную панель 4 уровня. Плюс еще одну солнечную панель я могу поставить. Уровень 2, уровень 3 для складов, хотя подождите, как это мы что, склады, да, склады 1 уровня в натуре. И еще уровень 3 для заводов обеих и уровень 2 для исследовательского центра. Так, отлично, хорошо, но я еще хочу зайти сюда, в технологии, то есть это я уже прокачал
Новые проводники увеличат эффективность электростанции сейчас на 20, следующий будет 40. Ну, это нужно подождать, видите, нужно 8 очков. Не помню, с какой скорости они добываются, что может там 1 в час или что-то типа такого, надо где-то почитать будет. Ладно, давайте будем апгрейдиться. Апгрейд пошел, это займет 4 часа. Ну, в общем-то, пока что и все. Ресурсы ушли под 0. 1 металл, осталось 76 бетона. А сколько нужно будет? На бетон нужно будет 400 и 40 часов, ребята, это уже приближается к 2 часам улучшения. Электроэнергии у нас нормально вроде как, да, у меня 24 еще, 26 энергии свободно. Но прикольно сделано, то есть у нас для улучшения экстрактора металла нужен бетон. 400 бетона. А бетон у меня, по-моему, 240 приносит. 240 в день, то есть нужно 2 дня. Чуть меньше, чтобы прокачать. И 60 металла. А вот металл у меня добывается 40 в день. То есть прокачать бетонный завод быстрее. Потому что металл добудется быстрее. Ну и сожжет это 16 энергии. То есть я после улучшения я не смогу улучшить сразу 2 завода. Потому что мне не хватит энергии. Тут 16 надо. И тут 16. В общем-то по 16 энергии. То есть до этого момента я должен буду построить хотя бы одну электростанцию. Ну, в принципе, даже одной электростанции первого уровня хватит, чтобы там у меня было уже 32 энергии, так догадываюсь. Давайте нажмем построить. Вот, я хотел узнать, а ну-ка, сколько она приносит. Энергии 10, то есть у меня будет 36 энергии, а мне нужно 32. То есть все в этом плане в порядке. Ну, вместимость склада. Один склад 25 на 150. Ну и, собственно говоря, еще к тому времени у меня уже будет улучшена до плюс 40% эффективность электростанции. Так что все в этом плане в порядке. Ну и ждем, качаемся на второй уровень. Командный центр прокачался на максимальный уровень. Новый уровень будет доступен уже вместе со следующим обновлением, в котором будут бустеры, новые уровни зданий, новые технологии и так далее. Также теперь я могу еще проапдейтить исследовательский центр на уровень 2. Ну, для этого мне сейчас нету ресурсов. И это мне откроет как раз вот эту вот вторую ветку. Улучшите исследовательский центр до уровня 2. Но на данный момент я могу качнуть... Ага, не могу качнуть. Не хватает буквально 4 металла. Мне не хватает, чтобы качнуть на второй уровень. Ну, 4 металла, часок-другой и смогу качнуть. Также, если я не ошибаюсь, по-моему, уровень складов на 3 уровень мне тоже сейчас уже открылся, но опять же не хватает ресов. А, вот, смотрите, уровень 1. Вот это надо проапгрейдить. Ну и там уровень 3 тоже открыт. В Age of Mars, ребятки, можно, в общем-то, поиграться и без вложений. Довольно интересно, особенно там в недельки-две, пока это все вы будете строить. Вам будет довольно это все дело интересно. Ну и, как я сказал, вы подготовите свой аккаунт уже к более высоким доходам в будущем. А что, собственно говоря, ждет в будущем Age of Mars, что запланировано на 2023 год, вот посмотрите, это видео на канале выходило буквально вчера. Будет вводиться, естественно, топливные станции и будут вводиться земли. Ну и, как вы видели, я уже читал, будут также вводиться новые бесплатные здания, система прокачки, все остальное. Бесплатная часть также будет развиваться, у них там дорожный карт. Есть также работа над однопользовательской игрой, есть также работа над сражениями между игроками, то есть P2P какая-то будет составляющая, ну и много чего интересного, посмотрите это видео. Ну а если есть какие-то вопросы, welcome to my Telegram, пишите, спрашивайте.